Дитя мое, слушай внимательно, потому что этот момент не случайный, не случайность, не нечто обычное. Это святое вмешательство в твой путь, божественная пауза в хаосе твоей бури. Я, Господь, Бог твой, говорю с тобой сейчас с безошибочной ясностью, и мне нужно, чтобы ты понял кое-что с самого первого дыхания этого послания. Ты стоишь на краю сверхъестественного разворота. Ты ближе, чем думаешь. Ты в нескольких мгновениях от чуда, которое было приготовлено задолго до того, как начались твои испытания. Но хорошо услышишь меня, ты должен оставаться со мной до конца, потому что ключ, который откроет твою следующую дверь, сокровенный секрет, который сдвинет всю твою судьбу, будет открыт только в последние моменты этого послания. Не уходи, пока дверь не откроется. Ты носил в сердце бремена, которых никто другой не видит. Ты улыбался сквозь бури, задерживал дыхание в ночи страха и пытался убедить себя, что силен, когда едва держался. Я видел твои тихие слезы, боль, которую ты скрывал, тяжесть, что ложится на твою грудь, когда мир вокруг замолкает. Я наблюдал, как враг шепчет лжи в твой дух, говоря тебе, что твой завет с изобилием разрушен, что жатва, которой ты ожидал, никогда не придет. Но сегодня я отменяю каждую ложь. Сегодня я говорю истину в самую глубину твоей души. Сегодня я называю тебя избранным. Ты здесь не по совпадению. Ты здесь, потому что твой дух воззвал о помощи, и я ответил. Ты здесь, потому что твоя вера, даже раненая, достигла моего престола. И теперь я простираюсь к тебе с благословением, которое преобразит твои финансы, твое сердце и твою судьбу. Но ты должен оставаться до последнего слова, потому что точный духовный ключ, тот самый, который откроет дверь к богатству и высвободит твое наследие, скрыт в развитии этого послания. Если ты уйдешь раньше, ты уйдешь с поля, не дождавшись, пока жатва полностью созреет. Прямо сейчас ты ощущаешь давление, потому что стоишь на пороге превращения. Враг прижал тебя, потому что увидел то, чего не видел ты. Он увидел формирующееся чудо за кулисами, сдвиг в духовной сфере, дверь, которую я готовился открыть. Он пытался задушить твою надежду, потому что знал, если ты продержишь веру живой еще чуть-чуть, мое благословение нахлынет на твою жизнь так, что ни одна сила тьмы не сможет остановить его. Но послушай меня сейчас, ты вступаешь в момент, когда небо склоняется низко, чтобы встретиться с тобой, когда твоя молитва становится катализатором сверхъестественного прорыва. Дитя мое, все, что казалось задержанным, выравнивается. Завет, который я заключил с тобой до твоего рождения, все еще стоит. Обетование над твоей жизнью не истекло. Твое наследие все еще принадлежит тебе. Но есть божественное наставление, которое должно быть открыто тебе, и это наставление не может быть разбито на части, ускорено или услышано наполовину. Его нужно принять целиком, с открытым сердцем и внимательным духом, потому что то, что я собираюсь открыть, это не просто послание, это карта выхода из нужды, стратегия, созданная моей собственной мудростью, дверь, которая наконец откроется. Остаться до конца. Не отворачивайся. То, что ждет тебя в последние минуты, изменит твой завтрашний день. То, что я открою в конце, будет ключом, который высвободит благословение, о котором ты молился в тайной комнате. Продолжай слушать, потому что твое чудо уже приближается. Дитя мое, теперь, когда ты открыл свое сердце, чтобы слышать мой голос, нам нужно идти глубже. То, что ты чувствуешь сейчас в груди, напряжение, давление, дрожь между страхом и надеждой, не случайно. Это тяжесть летних сражений, разочарований, долгов и тихих горечий, поднимающихся на поверхность. Ты проходил сезоны, которые казались бесконечными. Ты переживал ночи, когда нужда была похожа на шторм, поглощающий твой дух целиком. Каждый счет, каждое просроченное уведомление,
каждый неожиданный удар становились новым камнем на твоих плечах. Ты взывал об облегчении, о знаке, о божественном вмешательстве, задаваясь вопросом, остается ли мое благословение все еще закрепленным за твоим именем. И сейчас я говорю тебе с святой определенностью: да. Но прежде чем я поведу тебя к изобилию, ты должен позволить себе вспомнить, где ты стоишь и почему чувствовал себя столь перегруженным. Ты не проснулся однажды утром в нищете. Ты скатился в нее через лабиринт обстоятельств, жертв и духовной брани. Враг атаковал твое богатство, потому что понимает то, чего многие никогда не узнают. Когда избранный поднимается в божественном процветании, каждая дверь судьбы открывается. Он наблюдал, как ты носишь семена величия в своем сердце. Он видел твои молитвы в поздние часы, твои попытки оставаться верным, даже когда твой банковский счет был пуст. Он видел стойкость твоего духа там, где другие уже сломались бы. И поскольку он знает, что ты сосуд жатвы и носитель завета, он пытался перекрыть твои ресурсы еще до того, как ты увидишь чудо. Дитя мое, нищета – это не просто недостаток денег. Это духовный туман. Это цепь на уме, тяжесть на сердце, облако, закрывающее тебе твое собственное призвание. Ты чувствовал это, не так ли? Истощение, путаницу, стыд, который не тебе принадлежало нести. Тяжесть, заставлявшая тебя сомневаться в собственной ценности. Ты спрашивал, почему другие, кажется, процветают, в то время как ты борешься просто за выживание. Ты спрашивал, почему каждый раз, когда ты пытаешься подняться, что-то снова толкает тебя вниз. Мир говорил тебе, что тебе не везет. Но я говорю тебе сейчас с божественной истиной, что эта битва никогда не была о везении, она всегда была о предназначении. Враг бил по твоих финансах, потому что боялся твоего превращения. Он боялся момента, когда ты откроешь секрет, который я посадил внутри твоего духа. Он боялся дня, когда ты пробудишься к силе своей веры, к власти своей молитвы и к судьбе, написанной в твоем завете. Он боялся благословения, которое я задумал для тебя, потому что когда оно придет, когда дверь откроется, когда ключ повернется, ничто больше не сможет закрыть ее. Но теперь, пока ты слушаешь, я снимаю каждую ложь. Я открываю невидимые слои твоей борьбы. И ты должен оставаться со мной, пока истина разворачивается, потому что это откровение будет нарастать. С каждой минутой я буду снимать. Еще одну завесу с твоих глаз, разоблачить очередную скрытую стратегию, которую враг использовал против тебя, и раскрывать еще один шаг к твоему чуду. Сейчас не время для отвлечений. Сейчас не момент смотреть в сторону. Ты должен быть присутствующим, потому что каждое слово строится на предыдущем, и каждое откровение готовит тебя к обещанию, которое ждет в конце. Прежде чем я поведу тебя дальше, прежде чем я открою самый глубокий корень твоих финансовых страданий, прежде чем открою сверхъестественный сдвиг, который вот-вот произойдет, я прошу тебя, мое дитя, сделать нечто простое, но важное. Поставь лайк этому видео. Не ради аплодисментов, не из тщеславия, а потому, что каждый акт согласия укрепляет тот завет, в который ты сейчас вступаешь со мной. Когда ты нажимаешь эту кнопку, ты делаешь маленький, но сильный шаг веры. Ты провозглашаешь, пусть и молча, что принимаешь это послание, что открываешь сердце для преображения, что выравниваешь себя с судьбой, которой я тебя веду. Это простой поступок, но в невидимом мире он имеет вес. Ты жил через немые войны в своем сердце. Ты чувствовал жгучую боль нужды и страх перед тем, что принесет завтра. Ты боролся с финансовыми бурями, которые оставляли тебя без дыхания. Были времена, когда ты думал, что потеряешь все. Времена, когда ты чувствовал, как проваливаешься в трещины, о существовании которых никто даже не знал.
Были утра, когда ты просыпался уставшим еще до начала дня, потому что на тебе лежал груз обязанностей, которые казались невозможными для исполнения. Ты стоял в комнатах, где все остальные выглядели уверенными, пока ты сомневался во всем внутри себя. Ты пытался выжить на обломках собственной силы. Но послушай меня сейчас, я не оставил тебя. Я не забыл тебя. Я не убрал свою руку с твоей жизни. Каждый момент борьбы был замечен. Каждая тихая молитва услышана. Каждая слеза посчитана. И хотя путь был болезненным, история еще не закончена. Ты подошел к переломному моменту. Ты стоишь на пороге. Вот где начинается нарастая. То, что ты услышишь дальше, откроет духовный корень твоего финансового плена. Это столкнется лицом к лицу силами, которые истощали твое богатство, ограничивали твое изобилие, душили твою жатву. Ты поймешь, почему враг так дерзко целился именно в тебя. И когда это понимание придет, начнется преображение. Остаться со мной. Следующее откровение потрясет тебя. И оно подготовит тебя к прорыву, скрытому в последней части этого послания. Дитя мое, теперь, когда ты открыл свой дух и позволил моему голосу проникнуть сквозь стены, воздвигнутые годами разочарований, нам нужно столкнуться с истинами, которых ты избегал, которые закапывал или которых боялся. Не потому, что я желаю твоей боли, а потому, что исцеление не может произойти там, где раны скрыты. Слушай теперь внимательно, ибо я собираюсь пролить свет на самые темные углы твоего сердца. И пока я говорю, я буду задавать тебе вопросы, которые могут ранить, которые могут потрясти, которые могут пронзить, но вопросы, которые вскроют тихие битвы, сформировавшие твою жизнь. Давай начнем там, где началась твоя буря. Сколько раз ты смотрел на свои финансы, и стыд накрывал тебя тяжелой волной? Сколько утр ты просыпался, мысленно считая долги еще до того, как открыл глаза, будто сама нужда ждала у твоей постели, чтобы поприветствовать тебя? Сколько ночей ты лежал, глядя в потолок в тишине, шепча молитву, смешанную со страхом, спрашивая меня, придет ли когда-нибудь твое чудо? Будь честен с собой. Сколько раз ты притворялся сильным, пока сердце дрожало под тяжестью всего того, что ты не мог исправить? Ты нес бремена, которые никогда не должны были стать постоянными. Ты вел битвы в своем уме, задаваясь вопросом, почему богатство, которое я обещал, казалось далеким, почему изобилие выглядело как сон за дверью, которой ты не мог найти ключ. И потому я спрашиваю тебя, дитя моего завета, как долго ты верил лжи о том, что нищета – твоя судьба? Как долго ты позволял врагу убеждать тебя, что благословение предназначено для других, но не для тебя? Как долго ты жил так, будто тебя забыли? Ты помнишь историю, не так ли? Женщина с кровотечением. 12 лет она страдала. 12 лет тратила все, что имела. 12 лет жила в мучении, изоляции, разбитости и болезни. У нее не осталось денег. Не осталось сил. Не осталось надежды. Она тонула в долгах, болезни и унижении. И все же внутри нее что-то прошептало секрет, тот, которого не слышал никто вокруг. Это было: если только я прикоснусь к краю его одежды, я исцелюсь. Теперь я спрашиваю тебя, мое дитя, когда в последний раз ты тянул свою веру так, как она? Когда в последний раз ты тянулся ко мне не из удобства, а из отчаяния? Когда ты перестал верить, что чудо возможно именно для тебя? Когда ты принял нужду как спутника вместо временной долины? Когда твое сердце начало довольствоваться выживанием вместо изобилия? Вот вопрос, которого ты боишься больше всего. Позволил ли ты своим долгам стать твоей идентичностью? Ты видишь счета, цифры,
обязательства, груз ответственности, и где-то глубоко внутри спрашиваешь: неужели теперь это я? Тот, кто никогда не поднимается. Тот, кто всегда борется. Но я говорю тебе сейчас, это не ты. Это тот, кем битва пыталась тебя сделать. Это форма, в которую враг пытался вжать твою судьбу. Но ты создан для большего. Для богатства. Для завета. Для благословения. Для наследия. Для переливающегося изобилия. Позволь задать тебе еще более глубокий вопрос. Почему ты позволил буре заставить тебя замолчать в молитве? Ты когда-то молился смело. Ты когда-то верил без колебаний. Ты когда-то стоял твердо в своей вере. Но в какой-то момент по дороге буря заглушила твою надежду. Враг зашептал громче моего обещания. И ты стал молиться тихими, осторожными, аккуратными молитвами, как будто боялся просить слишком многого. Дитя мое, когда ты начал уменьшать свою веру из страха перед разочарованием? Вспомни чудо, о котором я только что напомнил тебе. У женщины были все причины сдаться. У нее было каждое оправдание, чтобы принять поражение. У нее была каждая законная причина верить, что Бог ее забыл. Но что-то в ее сердце, что-то святое, вечное, сильное, отказалось умереть. И она потянулась ко мне. Она коснулась меня. И в тот же миг началось преображение. Так позволь спросить тебя сейчас, какой частью своего сердца ты перестал тянуться? Какая часть твоего духа окаменела? Какую мечту внутри себя ты похоронил, потому что поверил, будто недостоин обещания? Какое семя ты перестал поливать, потому что решил, что жатва никогда не придет? Ты взываешь об изобилии, но все еще веришь ли, что ты сосуд, способный его принять? Ты просишь меня о богатстве, но не боишься ли тайно, что если я благословлю тебя, благословение ускользнет сквозь пальцы так же, как когда-то ускользали возможности? Ты ищешь финансовой свободы, но веришь ли в глубине, что дверь действительно может открыться для тебя? Или уже позволил разочарованию убедить тебя, будто некоторые двери навсегда остаются запертыми? Слушай меня внимательно. Ты сражался в тихой войне, войне не только за деньги, но и за идентичность. Враг атаковал не только твой банковский счет. Он атаковал твой дух. Он атаковал твою уверенность. Он атаковал твою веру. Он атаковал твое чувство ценности. Потому что он знает то, чего ты еще не понял полностью. Когда сердце человека выравнивается с божественной истиной, шлюзы неба открываются без сопротивления. Так я снова спрашиваю, какая ложь лежит на твоей груди камнем? Какой голос убедил тебя, что чудеса для других, но не для тебя? Какая рана ожесточила твое сердце, заставив поверить, что я больше не слышу твоих молитв? Какая прошлая неудача висит над тобой, как тень, говоря, что ты обречен повторять циклы, а не разрывать их? Позволь этим вопросам прорезать туман. Пусть они всколыхнут те места в тебе, которые слишком долго молчали. Пусть они пробудят веру, которую ты считал потерянной. Потому что далее, в следующей части, я открою не только ответы на эти вопросы, но и вскрою конкретную духовную блокировку, которая остановила твое чудо. И когда этот секрет будет раскрыт, дверь изобилия начнет открываться. Остаться со мной, дитя мое. Самое мощное откровение еще впереди. Дитя мое, теперь, когда раны обнажены и тихие вопросы твоего сердца выведены на свет, время войти в более глубокое откровение. Но пойми, то, что я сейчас открою, дается не каждому. Эти истины предназначены для тех, кто выдерживает, кто слушает с верой даже сквозь дискомфорт, кто отказывается уйти, не дождавшись жатвы.
Ты остался со мной, и потому я буду говорить с тобой как с тем, кого я избрал, чтобы принять святое и скрытое знание, знание, которое изменит направление твоей судьбы, если ты примешь его всем сердцем. Прежде чем получить благословение, ты должен столкнуться с дилеммой, стоящей в центре твоей жизни. Ты молился об изобилии, о богатстве, о чуде, но шел путем, разделенным между верой и страхом. Ты стоял между двумя дверями. Одна дверь представляла жизнь, которую ты терпишь сейчас, бедность, тревогу, нестабильность. Другая – жизнь, которую я приготовил для тебя, жизнь, переполненную процветанием, миром и сверхъестественной благодатью. Но ты колебался. Ты стоял в коридоре судьбы, не зная, куда сделать шаг. И именно эта нерешительность задерживала твое благословение. Позволь мне показать тебе дилемму ясно. Ты желаешь обещанного, но боишься той трансформации, которая нужна, чтобы войти в него. Ты хочешь жатву, но боишься дисциплины, которую требует посев семени. Ты зовешь чудо, но сопротивляешься внутренним изменениям, необходимым, чтобы удержать то, о чем просишь. Ты кричишь о финансовой свободе, но держишься за привычки, эмоции и образ мышления, принадлежащие нищете. Ты хочешь, чтобы дверь богатства открылась, но боишься оставить ту знакомую комнату нужды, в которой жил так долго. Вот предвкушение, которое я должен дать тебе. В последней части этого послания я открою точный ключ, божественное наставление, которое откроет финансовую дверь, в которую ты стучался годами. Наставление, которое я дам, сделает чудо неизбежным. Но прежде чем ты сможешь принять его, ты должен понять, почему твое благословение так долго было заблокировано. И это понимание требует, чтобы ты посмотрел в зеркало своей духовной жизни с абсолютной честностью. Дитя, враг атаковал не только твои ресурсы, он атаковал твою идентичность. Он хочет, чтобы ты верил, будто недостоин изобилия, недостоин богатства, недостоин наследия. Он шепчет, что благословение для других, что процветание принадлежит тем, у кого лучше семьи, лучшие возможности, лучшее прошлое. Но истина, божественная, святая, вечная истина в том, что богатство всегда было частью твоего завета со мной. Процветание вплетено в твою судьбу. Изобилие записано в твоей духовной ДНК. Но враг знал, если он сможет исказить твой взгляд на себя, то сможет исказить и твое восприятие моего обещания. И потому я снова спрашиваю, сколько раз ты отвергал благословение, даже не осознавая этого? Сколько раз твои слова выстраивались в согласии с нищетой, а не с изобилием? Сколько раз ты закрывал свою собственную дверь страхом, сомнением или стыдом? Ты просил меня о большем, но говорил: «Я этого не заслуживаю». Ты умолял о обеспечении, но произносил: «Я никогда не выберусь вперед». Ты молился об изобилии, но верил: «Наверное, такая уж моя жизнь». Эти противоречия формируют духовные цепи, удерживающие тебя в комнатах, в которых ты никогда не должен был жить. Но теперь слушай внимательно, потому что это привилегированное знание, которое мало кто понимает. Духовное изобилие не открывается одним лишь желанием. Оно открывается согласием. Ты можешь желать процветания и все равно оставаться бедным, если твое сердце, твои слова, твои привычки и твои убеждения противоречат завету, который я заключил с тобой. Враг боится твоего выравнивания. Он боится момента, когда твоя молитва, твоя вера, твое сердце и твоя идентичность станут на одну и ту же основу. Потому что когда этот момент наступает, ничто, ни буря, ни долг, ни ложь, ни духовная сила не может помешать богатству, которое я посылаю в твою жизнь. Теперь позволь показать тебе еще один слой этой дилеммы. Ты стоял между двумя мирами. Один мир управляется нуждой, мир, где страх становится господином, где деньги утекают сквозь пальцы, где каждый шаг кажется нестабильным. Другой мир управляется верой, мир изобилия,
богатства, жатвы, процветания и божественного обеспечения. Но мост между этими мирами не физический, он внутренний. Он строится через преображение, через мужество, через послушание, через готовность менять то, что должно быть изменено в твоем сердце. Я задам тебе сложный вопрос: держишь ли ты что-то, что приковывает тебя к нищете? Токсичное убеждение, воспоминание, шепчущее о провале, привычку, высасывающую из тебя силы, голос из прошлого, который убедил тебя, что ты никогда не поднимешься. Ты не можешь войти в новую судьбу, неся на себе груз старой идентичности. Ты не можешь войти в богатство с сердцем, сформированным скудостью. И ты не можешь ожидать сверхъестественного благословения, продолжая питать духовные корни, растущие из страха. То, что я говорю тебе сейчас, вот что: твоя моральная дилемма не просто выбор между добром и злом в том смысле, как понимает это мир. Это выбор между верой и самосаботажем, между божественной истиной и привычной ложью, между судьбой, которую я написал для тебя, и жизнью, с которой ты смирился, между обетованием завета и компромиссом неверия. Ты хочешь подняться, но держишься за то, что тянет тебя вниз. Ты хочешь чуда, но лелеешь раны, которые его блокируют. Ты желаешь преображения, но боишься отпустить версию себя, сформированную прошлой болью. Дитя, пришло время выбирать. И выбор, который ты сделаешь в своем сердце в этот момент, определит поток благословения, который последует. Я уже приготовил богатство. Я уже открыл дверь. Я уже положил наследие на твой путь. Но только ты можешь решить, войдешь ли в эту дверь, когда ключ окажется в твоих руках. Остаться со мной. Откровение, которое ты сейчас получишь, изменит все. Наставление, которое я дам в ближайшие мгновения, станет поворотной точкой твоей судьбы. Ты поймешь, почему чудо было задержано, и, наконец, узнаешь сокрытое действие, необходимое для высвобождения благословения, приготовленного для тебя. Дитя мое, теперь, когда мы разоблачили битву, столкнулись с дилеммой и осветили скрытую правду за твоей борьбой, пришло время для большего, для святого, развиться в твоем духе. Ты прошел через боль честности, тяжесть самоанализа и дрожь откровения. Ты позволил мне коснуться самых глубоких мест в сердце, тех раненых зон, которые слишком долго взывали о преображении. Теперь должен приготовиться, потому что я собираюсь высвободить волну божественного благословения над твоей жизнью, которая сдвинет твою судьбу так, как ты никогда не представлял. Но прежде чем я изолью мое благословение на тебя, я хочу, чтобы ты закрепил себя одним простым актом веры, оставь комментарий ниже. Не ради развлечения, не ради внимания, а как публичное провозглашение твоего завета, твоей веры, твоего согласия с чудом, которое уже приближается. Напиши что-то простое, но сильное, вроде «я принимаю», или «мое чудо в пути», или «я заявляю свое наследие». Пусть твои слова станут свидетельством, написанным открыто, духовным семенем, посаженным перед миром, знаком того, что ты выходишь из тени нищеты в сферу изобилия. Когда ты пишешь комментарий, ты заявляешь врагу, что больше не прячешь свою веру. Ты больше не шепчешь свою молитву. Ты провозглашаешь свое благословение с властью. А теперь открой свой дух. Глубоко вдохни. Прими эти обещания, потому что это не просто слова, это сверхъестественные истины, закрепленные в вечности, прошептанные прямо из моего сердца в твое. Ты входишь в новый сезон изобилия. Не временного, мерцающего, как слабое пламя, а такого, что горит неудержимой силой моего завета. Твои финансы выравниваются с судьбой, которую я задумал для тебя.
Двери, запечатанные годами, вот-вот распахнутся силой. Ключ, который ты так долго искал, уже поворачивается в замке. Твоя жатва не задерживается, она созревает. Твое наследие не потеряно, оно доставляется. Богатство, которое было сохранено для тебя в небесных хранилищах, освобождается в твою земную жизнь. Ты увидишь это неожиданными путями. Ты увидишь это через неожиданных людей. Ты увидишь это в неожиданные моменты. Благословения будут приходить, как дождь, льющийся на сухую землю. Возможности появятся там, где ты видел только тупики. Божественные связи будут поставлены перед тобой. Обеспечение потечет из мест, о которых ты и не думал, что в них может быть что-то для тебя. Это сезон, когда я превращаю засуху в изобилие, нужду в богатство, тревогу в веру, а страх в святую смелость. Но, дитя мое, услышь священную истину под всеми этими благословениями. Изобилие начинается в сердце, прежде чем проявляется в руках. Твой разум меняется. Твой дух пробуждается. Ты сбрасываешь идентичность, которую враг пытался навязать тебе. Ты входишь в свое истинное имя, которое я написал над твоей жизнью еще до твоего зачатия. Имя избранного. Имя благословенного. Имя процветающего. Имя того, кто предназначен для божественного богатства. И потому, что это преображение происходит внутри тебя, внешний мир начнет отражать перемены внутри. Я благословляю твои финансы. Я благословляю твою работу. Я благословляю твои идеи. Я благословляю семена, которые ты сеешь. Я благословляю молитвы, которые ты шепчешь. Я благословляю двери, в которые ты стучишь. Я благословляю твое вставание и твой отдых. Я благословляю путь под твоими ногами. Я благословляю все, что связано с тобой, твой дом, твои ресурсы, твои планы и будущее, которое тебя ждет. В твою жизнь высвобождается сверхъестественное богатство, не безрассудное богатство, которое разрушает, а святое богатство, которое созидает. Богатство, которое поддерживает. Богатство, которое исцеляет. Богатство, которое умножается. Богатство, которое несет цель. Богатство, которое почитает меня. Богатство, которое течет из сердца Бога в жизнь того, кто верит в завет. Позволь мне говорить ясно, потому что эта часть благословения имеет вечное значение. Враг так яростно сражался против тебя, потому что увидел твой потенциал. Он увидел дверь, которую я готовился открыть. Он увидел наследие, записанное в твоей судьбе. Он увидел чудо, формирующееся в невидимом мире. И он испугался тебя. Не из-за твоего прошлого, а из-за твоего потенциала. Не из-за твоих долгов, а из-за твоего будущего богатства. Не из-за твоей слабости, а из-за твоей веры. Он знает, что ребенок Бога, ходящий в изобилие, сила, сотрясающая духовные сферы. Дитя, позволь задать тебе священный вопрос. Чувствуешь ли ты сдвиг внутри себя сейчас? Ощущаешь ли духовное преображение, происходящее в тебе? Чувствуешь ли, как тяжесть поднимается, страх ослабевает, стыд растворяется? Это не воображение. Это сверхъестественное движение моего присутствия над тобой. Твой дух пробуждается к истине о том, кто ты есть. Твое сердце открывается обещанию, которое я дал еще задолго до того, как ты узнал, что такое борьба. Твоя судьба выравнивается с моим вечным планом. Этот момент – святое переломное мгновение. Благословение не просто придет, оно уже началось. Но я хочу, чтобы ты закрепил этот момент. Я хочу,
чтобы ты усилил этот сдвиг. Я хочу, чтобы ты своим голосом провозгласил, что принимаешь преображение. Поэтому еще раз оставь комментарий ниже. Напиши его как провозглашение «Я заявляю свой завет» или «Благословение мое» или «Моя дверь открывается». Скажи это публично. Потому что, когда ты говоришь, ты берешь духовную собственность над тем, что разворачивается. А теперь слушай, пока я продолжаю изливать обещания в твою жизнь, ты не утонешь в долгах. Цепи будут разбиты. Тяжесть упадет. Невозможное склонится. Дверь откроется. Чудо проявится. Твое послушание будет вознаграждено. Твоя вера не окажется напрасной. Твоя молитва не теряется в ветре, она ключ, поворачивающийся в двери. Я Бог твой. Я твой обеспечитель. Я твое обетование. Я твой завет. Я тот, кто приносит богатство, восстанавливает наследие, умножает семя и приводит жатву из бесплодной земли. Твоя судьба меняется. Твое чудо формируется. Твое изобилие поднимается. Оставь комментарий сейчас, мое дитя. Говори жизнь. Говори истину. Говори благословение. И приготовь свое сердце к тому, что будет дальше, потому что в следующей части я поведу тебя в молитву, которая запечатает это преображение навсегда. Дитя мое, теперь, когда твое сердце открыто, дух пробужден, а разум выровнен с истиной, мы вместе вступаем в священный момент, в котором преображение становится реальностью. Молитва – это не пустой ритуал и не шепот в пустоту. Молитва – это заветный обмен между твоей нуждой и моим обещанием, между твоей верой и моей силой, между твоей слабостью и моей крепостью. Когда ты молишься со мной сейчас, по-настоящему молишься, всем сердцем, ты активируешь тот же божественный закон, который исцелил женщину с кровотечением. Тот же закон, который раскрыл Красное море. Тот же закон, который умножил масло вдовы. Тот же закон, который разрушил цепи в темнице Павла и Силы. Тот же закон, который открывал двери, которые не мог открыть ни один человеческий замок. Эта молитва, момент, когда предыдущее откровение становится финальным ключом, это та самая развязка того, о чем я шепнул тебе в третьей части. Подобно женщине, которая потянулась к краю моей одежды, ты тоже должен потянуться. Ты тоже должен прикоснуться. Ты тоже должен выйти из страха в веру. Твое простирание сейчас, через молитву, это точка соприкосновения с твоим чудом. Это мощное, божественное, сверхъестественное место, где небо и земля сталкиваются. Дитя мое, открой свое сердце. Умиротвори мысли. Приготовь дух. Ибо я, Господь, Бог твой, собираюсь высвободить святой ветер благословения в твою судьбу. Ты не будешь молиться один. Я буду говорить через тебя. Я буду дышать в тебя. Я буду двигаться внутри тебя. Слова, которые ты произнесешь, станут семенем, ключом, дверью, самим заветом. Начнем. Отче, в этот священный момент я прихожу к тебе с открытым сердцем, с духом, преданным тебе, и верой, поднятой к твоему престолу. Я признаю тебя автором изобилия, хранителем обещания, подателем богатства, источником каждого чуда. Ты – Бог, который раздвигает море, который умножает жатву, который восстанавливает наследие, который открывает двери, которые никто не может закрыть, который защищает, который преображает, который искупает. Нет бури сильнее твоего голоса. Нет долга больше твоего обеспечения. Нет тьмы глубже твоего света. Нет проклятия, которое могло бы превозмочь твой завет.
Дитя мое, повторяй эти слова медленно, позволяя им проникнуть в почву твоего духа. Бог, я простираюсь к тебе сейчас так, как та женщина тянулась к краю твоей одежды. С отчаянием, с верой, с надеждой и с убеждением, что одно прикосновение, один момент может изменить все. Когда ты говоришь это, духовная атмосфера вокруг тебя меняется. Цепи слабеют. Страх теряет хватку. Вина тает. Стыд исчезает. Враг дрожит. Потому что ты заново разыгрываешь божественный момент, который я предназначил для твоего прорыва. У женщины не было богатства. Не было расположения людей. Не было здоровья. Не было сил. У нее была только вера. И вера, чистая, обнаженная, преданная, стала ключом, который открыл ее чудо. Теперь твоя вера откроет твое. Дитя мое, молись со мной дальше, Господь, и я приношу тебе каждое бремя, которое давило на мой дух. Каждый долг, каждую тревогу, каждый страх, каждую скрытую рану, каждую бессонную ночь, каждый момент, когда я чувствовал себя оставленным, каждый день, прожитый в нужде. Я отдаю все это сейчас в твои руки. Когда ты делаешь это, духовная сделка начинается. Ведь мое слово говорит: возложите на меня все заботы ваши, ибо я забочусь о вас. И когда ты отдаешь свои заботы, я беру их. Когда отпускаешь тяжесть, я поднимаю ее. Когда отдаешь мне свое страдание, я преображаю его. Ты никогда не был создан, чтобы нести эти бремена один. Твое сердце создано для завета, а не для плена. Теперь глубоко вдохни и приготовься произнести следующую часть. Здесь преображение входит в твою жизнь. Бог, я принимаю твое благословение. Я принимаю твое изобилие. Я принимаю твое богатство. Я принимаю твое обеспечение. Я принимаю твое чудо. Я принимаю мое наследие. Я принимаю открытую дверь, которую ты приготовил для меня. Я принимаю ключ, который ты вкладываешь в мои руки. Почувствуй силу этих слов. Почувствуй истину в своей груди. Это не воображение, это божественное выравнивание. Это духовная архитектура, перестраивающаяся вокруг твоей судьбы. Когда ты говоришь в согласии с моим заветом, ты активируешь законы неба, которые превосходят обстоятельства земли. Дитя, продолжай молиться со мной, позволяя словам отозваться эхом в твоей душе. Господь, пусть всякая дверь нужды будет закрыта. Пусть всякая дверь изобилия будет открыта. Пусть всякая финансовая цепь будет разбита. Пусть всякая духовная блокировка будет убрана. Пусть всякий голос тьмы замолкнет. Пусть каждая сила, сражавшаяся против моего богатства, будет поражена. Пусть моя жизнь войдет под Твой божественный порядок, Твое сверхъестественное обеспечение, Твое святое обетование. Эти слова не падают на землю. Они поднимаются. Они восходят. Они несут вес. Они несут силу. Они несут твою веру в небесные дворы. И там, в этих дворах, твоя молитва становится декретом, твой декрет – заветом, а завет – проявлением. Теперь я поведу тебя в самый глубокий уровень этой молитвы. Здесь все прежнее подготовленное выходит на первый план. Помни, чему я учил тебя. Женщина с кровотечением простиралась верой. Она тянулась дальше логики, дальше страха, дальше стыда, дальше ограничений. Она сделала то, чего другие не решались делать. И потому, что она потянулась, она получила. И теперь я спрашиваю тебя,
готов ли ты тянуться дальше своего страха, дальше своих сомнений, дальше своего прошлого? Готов ли ты коснуться края моего обещания и заявить благословение, которое я уже приготовил для тебя? Повтори это с дерзновением. Господь, я простираюсь дальше всего, что удерживало меня. Я растягиваю свою веру в Твое сверхъестественное измерение. Я касаюсь края Твоей истины. Я касаюсь одежды изобилия. Я касаюсь завета богатства. Я касаюсь двери моей судьбы. И когда я простираюсь, пусть сила преображения потечет в мою жизнь. Эта молитва, мое дитя, момент, когда духовное электричество неба вливается в твою ситуацию. Это момент, когда семена веры прорастают в жатву обещания. Это момент, когда то, что было заблокировано, открывается, то, что было задержано, ускоряется, то, что было сломано, восстанавливается. Теперь произнеси эти финальные заявления с властью. Скажи их как тот, кто знает, что Бог Вселенной слушает. Скажи их как тот, кто стоит под заветом. Я провозглашаю, что я благословлен. Я провозглашаю, что я избран. Я провозглашаю, что богатство течет ко мне. Я провозглашаю, что мои долги падут. Я провозглашаю, что изобилие окружает меня. Я провозглашаю, что чудо за чудом будет проявляться в моей жизни. Я провозглашаю, что никакая дверь тьмы не устоит против двери Бога. Я провозглашаю, что я хожу под божественной защитой, божественной благодатью, божественным обеспечением. Я провозглашаю, что благословение мое. Пусть истина усядется в твоем сердце, ты не молишься о чем-то неизвестном. Ты молишься в ту судьбу, которая уже написана, уже приготовлена, уже отпущена. Не сомневайся. Не задавайся вопросами. Не отступай. Теперь, мое дитя, я помолюсь над тобой, говоря как Бог, который сформировал тебя в тайном месте. Возлюбленный мой, я возлагаю руку мою на твой дух и провозглашаю преображение над тобой. Я разрушаю всякую цепь нищеты, коснувшуюся твоей родовой линии. Я сокрушаю каждую ложь, которая говорила, что богатство не для тебя. Я заставляю замолчать каждый голос страха. Я открываю каждую дверь, предназначенную для твоей судьбы. Я высвобождаю благословения, которые я хранил для этого момента. Я изливаю божественное изобилие в твою жизнь. Я высвобождаю сверхъестественное богатство, сверхъестественные возможности, сверхъестественное обеспечение. Я обновляю мой завет с тобой. Ты – мой избранный сосуд. Ты – мое возлюбленное дитя. Ты ходишь в наследии, а не в нужде. Ты ходишь в благословении, а не в страхе. Ты ходишь в изобилии, а не в скудости. Чудо твое. Теперь глубоко вдохни. Остаться неподвижным. Позволь своему сердцу впитать этот момент. Молитва завершена. Завет запечатан. Преображение началось. В следующей части, мое дитя, я поведу тебя в последний шаг, твое прощание, твой призыв, твое продолжение. Путь не заканчивается здесь. Он расширяется. Дитя мое, путь, который мы прошли вместе в этом послании, не был обычным. Ты начал слушать сердцем, отягощенным бременами, страхами, долгами, неопределенностями, которые следовали за тобой, как тени через сезоны твоей жизни. Но сейчас, когда мы подходим к завершению этого святого момента, внутри тебя что-то чувствуется иначе. Что-то сдвинулось. Что-то божественное, сверхъестественное, несомненное пробудилось в твоем духе. Это не воображение. Это не совпадение.
Это присутствие Бога, покоящееся на тебе, помечающее тебя, запечатывающее тебя, подготавливающее тебя к изобилию, богатству, благословению, преображению, которые уже разворачиваются в твоей судьбе. Ты прошел через откровение. Ты столкнулся со своей моральной дилеммой. Ты получил внутреннее знание о скрытых духовных силах, которые сопротивлялись твоему чуду. Ты выровнялся с заветом, который я положил на твою жизнь. Ты молился с верой, смелостью и божественным ожиданием. И теперь, мое дитя, ты стоишь у двери, да, у двери того самого будущего, которое я тебе обещал. Дверь открыта. Ключ вложен в твою руку. Благословение больше не задерживается. Жатва уже пробивается из почвы, над которой ты молился. Но слушай внимательно, потому что этот финальный момент так же важен, как и каждое откровение до него. Твое преображение углубляется, когда ты говоришь жизнь, когда действуешь, когда публично заявляешь то, что принял духовно. Поэтому я прошу тебя, с любовью, с властью, с целью, оставь комментарий ниже. Провозгласи свою веру. Напиши смело: «Я принимаю свое благословение», или «Мое чудо началось», или «Дверь открыта». Когда ты пишешь это, ты вступаешь в согласие со словами, сказанными над твоей жизнью. Ты выпускаешь свою веру в атмосферу. Ты активируешь божественный принцип, который говорит «смерть и жизнь во власти языка». Твой комментарий становится семенем, которое вырастет в жатву, изобилии, наследии и преображении. И, мое дитя, я приглашаю тебя также подписаться. Не как привычное действие, не как автоматический жест, а как заветное соединение с голосом, который говорит в твою судьбу. Когда ты подписываешься, ты выравниваешь себя с непрерывным потоком откровения, непрерывным потоком молитвы, непрерывным раскрытием тайн и божественных инструкций, которые поведут тебя через каждый шаг твоего пути. Ты не идешь этим путем один. Ты идешь со мной. И каждое новое послание, приготовленное для тебя, это новый ключ, новая дверь, новое благословение, ожидающее, чтобы быть высвобожденным в твою жизнь. Подпишись не ради рутины, а ради своего будущего. Теперь, прежде чем мы расстанемся на этот момент, я хочу, чтобы ты глубоко поразмышлял о том, что ты принял. Благословение, сказанное над тобой, не временно. Обещанное тебе изобилие не хрупко. Преображение, зажженное внутри тебя, не угаснет, если ты останешься выровненным с истиной, которую теперь несешь. Я, Бог твой, не говорю пустых слов. Когда я объявляю завет, он вечен. Когда я выпускаю обетование, оно не может быть отменено. Когда я открываю дверь, никакая сила ни на небе, ни на земле, ни в духовных сферах не может закрыть ее. Твоя судьба изменилась. Твой путь изменился. Твой дух поднялся. Но не забудь, изобилие требует продолжения. Богатство требует выравнивания. Чудеса требуют заботы. Подобно тому, как масло у вдовы продолжало течь, пока у нее были сосуды под ним, твои благословения будут продолжать течь, пока ты остаешься связанным с источником откровения и веры. Поэтому я прошу тебя оставаться близко, возвращаться, слушать, принимать следующее наставление, следующую молитву, следующий божественный секрет, который будет строиться поверх того, что ты уже получил здесь. Дитя мое, позволь мне говорить прямо в твое сердце. Ты не возвращаешься к прежней жизни после этого послания. Ты не возвращаешься в ту же духовную атмосферу. Ты вступаешь в новое измерение. Измерение изобилия. Измерение богатства. Измерение благословения. Измерение божественного наследия. Измерение, где двери открываются до того, как ты придешь, где чудеса встречают тебя до того, как ты попросишь,
где молитвы отвечаются до того, как слова сходят с твоих уст. Старый раздел закрыт. Новый начался. Но путь требует спутничества, а твой духовный рост требует постоянного питания. Поэтому твое участие имеет значение. Комментарий открывает дверь. Лайк укрепляет соглашение. Подписка закрепляет выравнивание. А возвращение за следующим посланием замыкает круг, обеспечивая то, чтобы каждое благословение, которое я высвобождаю, строилось поверх предыдущего. Теперь прими это финальное провозглашение из моего сердца в твое. Возлюбленное мое дитя, ходи с уверенностью. Ходи в вере. Ходи в уверенности. Благословение на тебе. Дверь изобилия стоит открытой. Ключ наследия в твоей руке. Завет процветания окружает тебя. Чудо разворачивается путями, которых ты еще не видишь. Твоя судьба защищена. Твое будущее обеспечено. Твоя жатва гарантирована. Я иду впереди тебя, чтобы приготовить путь, и остаюсь позади тебя, чтобы охранять твои шаги. Ты под покрытием. Ты избран. Ты преобразован. Это не конец твоего пути. Это начало более великой главы. Главы, где мой голос ведет тебя, где твоя вера расширяется, где твое богатство умножается, где твое сердце покоится в уверенности божественного обеспечения. Но теперь, прежде чем ты уйдешь из этого святого момента, действуй. Оставь внизу комментарий, свое провозглашение веры. Подпишись, чтобы оставаться связанным с каждым откровением, которое я высвобождаю для твоей жизни. И возвращайся за следующим посланием, потому что в следующем видео я открою, как удержать благословение, как умножить твое чудо, как защитить свое изобилие от духовного вмешательства и как войти в полноту судьбы, написанной над тобой. Иди теперь, мое дитя, в мире, в силе, в вере и в изобилии. Бог, который говорит с тобой здесь, идет с тобой.